Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами поделимся актуальной информацией на 1 ноября. Поговорим о том, что можно делать в этот день по народным приметам, что нельзя делать, почему именно сегодня нельзя нарушать самый строгий запрет дня, иначе что вы можете таким образом привлечь к себе. Также в этом видео мы уделим внимание и лунному календарю на 1 ноября, поэтому обязательно досмотрите это видео от начала до конца. Много полезной, важной и интересной информации. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и интересной информации. Итак, друзья, народные приметы на 1 ноября. 1 ноября в народе называли Иванов день, проводы осени или день конюха. Эта дата в церквях является днем, когда были перенесены мощи преподобного Иоанна Рыльского. В народе же этот день назван Ивановым, во время которого устраивались проводы осени и даже встреча была уже зимы. Потому что именно с Иванова дня, 1 ноября, начинались сильные морозы, а это означало, что осень перестала царствовать над природой и пришла ей на смену зима. А чтобы не обидеть эти две поры года, устраивались достойные проводы первой и встреча второй. У входной двери обильно раскидывали листья, а сверху клали домотканную дорожку, по которой должна была зайти в дом зимушка-зима. На проводы осени 1 ноября принято было забивать кур и готовить из них различные блюда. Суп с лапшой, жареную птицу с картофелем, вареную, а также пареную и тушеную с грибами. Но коронным угощением был курник, пирог с курицей. У каждой хозяйки был свой рецепт, которым не делились ни с кем, передавая только лишь своей дочери или невестке. 1 ноября в народе еще называли День конюха, поскольку сегодня дворовые в конюшнях балуются, пугают лошадей, путают им гриву и сбрую. Мужики, зная, что большого вреда их коням не будет нанесено, не мешали озорнику. Уходили в дом, сидели за накрытыми столами, пили брашку, пиво, а также травили байки, делились страшными какими-то историями. Проводились даже своеобразные соревнования, кто веселее или страшнее расскажет, после которых наказывали проигравшего. По народным приметам считалось, что если 1 ноября сороки будут сильно шуметь, то таким образом они могли разозлить дворового, а недовольный мог не просто шалить с лошадьми, но нанести им вред особым образом. Поэтому сорокам сегодня кидали корма вдоволь, чтобы они наелись и никого не беспокоили. Однако сороки сами по себе неугомонные, поэтому на всякий случай читали сегодня специальные слова на лошадей. А тот, кто родился 1 ноября, считалось, что счастливым будет. Фортуна всегда на его стороне, но при условии, если голову на плечах сохранит. Любят эти люди и азартные игры. Это их беда и зачастую основная причина нищеты. Болтлив как сорока, эта птичка является его покровительницей. Талисман именинника этого дня – гранат, камень любви, крови и в то же время гнева. Что же нельзя делать 1 ноября в Иванов день? С древних времен и до наших дней дошла народная примета, что нельзя делать в этот день 1 ноября. Во-первых, нельзя было заставлять лошадей работать.
Дело в том, что на Руси 1 ноября также называли и днем конюха, когда дворовой дразнил лошадей, пугал их, дергал за гриву и на дыбы поднимал жеребцов. Поэтому в Иванов день не рекомендуется нагружать лошадей тяжелой работой. Их нужно достойно кормить, расчесать и почистить. Тогда они холода переживут в добром здравии и полные сил. Также нельзя было уже 1 ноября вечером работать. Надо было собраться всей семьей и поесть блюдо из курицы. Главное, чтобы на столе был суп-лапша со свежей курятиной. На второе нужно подать птицу в жареном виде и обязательно приготовить курники. Это такие закрытые пироги с уложенными слоями рисом, курицей, луком и яйцами, которые перекладываются блинами. После сытного ужина в Иванов день было принято рассказывать страшные истории. Делалось это для того, чтобы порадовать домового, который очень любит такие рассказы. 1 ноября нельзя было гнать прилетевшую на крышу сову. Тот, кто ослушается данного запрета, считалось, что привлечет в свой дом горе или даже смерть. Пусть птица посидит, а после улетит, забрав с собой все горести и печали. Нельзя было в Иванов день оставлять на ночь на улице сушиться нательное белье. По народной примете в него может залететь злобный дух, который после вселится в тело человека, и тот начнет хамить, ругаться, творить зло и сквернословить. Не стоило 1 ноября и убивать пауков, поскольку считается, что в их тело вселяются сегодня умершие родные и близкие, которые решили посетить свой дом. Тот же, кто посмеет убить паука в Иванов день, в будущем встретится с 7 бедами, которые были связаны с разными сферами жизни и любовью, здоровьем, работой, деньгами, дружбой, успехом и даже счастьем. Ни в коем случае нельзя было 1 ноября оборачиваться на звуки шагов за спиной. По народной примете, если так именно сделать, то может нечисть вселиться. Также в Иванов день запрещено было жадничать, особенно это касается птичек. Каждой птичке, прилетевшей во двор именно 1 ноября, надо было насыпать обязательно зерен. И чем больше птичек будет накормлено в этот день, тем больше счастья и удачи будет ждать человека в будущем. Ну, а если вы живете в квартире, в таком случае вы можете выйти и покормить птиц. Далее с вами уделим внимание лунному календарю на 1 ноября. Итак, друзья, сегодня у нас по лунному календарю 25 и 26 лунный день. Убывающая луна в знаке зодиака Дева. И сегодняшний день провести желательно в покое и одиночестве. Не начинайте ничего нового, но в то же время следует завершить уже начатые дела. Делайте все неторопливо, никуда не спешите, если хотите сегодня избежать перенапряжения и нервных срывов. Берегите себя от случайных контактов и неожиданностей. В целом, вообще, сам по себе это пассивный день, это время отдыха и размышлений. Энергия Луны довольно слабая, жизнь перестает бить ключом. Люди становятся вялыми и апатичными, поэтому вы, пожалуйста, будьте осторожны, потому что сегодня люди могут погружаться в депрессию. Также сегодня очень хороший день для того, чтобы уделить внимание развитию и умственной деятельности. Подведите итог прошедшего месяца. Развивайте в себе концентрацию внимания. Для этого можно посвятить день медитации или уехать как вариант на природу. В любом случае старайтесь в этот день побыть наедине с собой. Как мы уже сказали, не стоит сегодня начинать новые дела. Да и при всем желании может просто не хватить у вас сил. Поэтому займитесь завершением того, что вы начали ранее.
День вообще не предполагает активных действий. Сегодня необходимо быть осторожным, внимательным и в то же время медлительным. Как мы уже сказали, Луна будет находиться в знаке зодиака Дева, поэтому этот день хорош для кропотливых, рутинных, а также каких-то тонких ювелирных работ. Это время получать награды за заслуженные труды. Луна сейчас дает возможность провести ритуалы для наведения порядка во всех делах и вопросах, например, в вашей голове, жизни, бизнесе или дела. Также хорошими ритуалами будут, если вы наведете сегодня порядок в гардеробе и разберетесь с завалами. Также посвятите сегодня время своей карьере и своему здоровью. Также подумайте о том, что для вас важно. Если есть возможность, то сегодня займитесь спортом, пойдите в спортивный зал, расслабьтесь и по возможности посетите спа-салоны. И больше времени обязательно находитесь на свежем воздухе. Очень важно сейчас задавать максимальное число здоровому образу жизни, но при этом не истязать себя. Занятия ваши должны быть только вам в радость. Сам день по себе проходит благоприятно, если посвятить его уединению и размышлениям. В любом случае спешите сегодня нельзя. Неторопливость, обдуманность, тщательность – вот это те качества, которые желательно проявить в этот день. Самое лучшее сегодня – это избегать активных действий, потому что они не принесут вам никакого заметного результата. Наоборот, могут надолго вывести вас из состояния душевного равновесия и покоя. Что же касательно денег, в целом будет неплохой день как для финансовой деятельности, так и для судебных дел. Что же касательно стрижки волос, то перенесите поход к парикмахеру на другой день, потому что таким образом вы сможете сохранить красоту своих волос. Друзья и коллеги все равно не оценят нововведений в вашем образе, и это испортит вам настроение и атмосферу дня. И обращаем ваше внимание, что сегодня не стоит делать ламинирование, кератиновое выпрямление, химическую завивку. Постарайтесь сегодня сберечь энергию, это очень важно. Найдите время сходить на осмотр к врачу, трихологу и проконсультироваться. Что же касательно окраски волос, то ее сегодня не делайте, чтобы не привлечь конфликты с окружающими людьми. Также сегодня не делайте сегодня и прическу, а носите какой-нибудь головной убор. Это сможет исключить из вашей жизни негативную энергию. Вы должны понимать, что суть этого дня – это направить человека на размышления о его жизни, о его поведении, его убеждениях. Поэтому научите любить сегодня себя. Пока этого в вашей жизни нет, невозможно достичь гармонии с самим собой. Невозможно успокоиться и наладить жизненный ритм. Вот, друзья, у нас с вами такой вот лунный календарь на 1 ноября 2021 года.